Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Украина атаковала нефтепровод «Дружба». Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены. Словакия тоже перестала получать нефть по дружбе. На Украине повторно атаковали НПЗ азербайджанской компании «Сокар». А Казахстан в связи с обнаружением хлора в азербайджанской трубе перешел на трубу «Дружба». Борис Леонидович, пожалуйста, поясните, что это за дружба такая, которая вроде как перекрыта, но работает, и что там все-таки с НПЗ на Украине? С НПЗ на Украине вообще ничего не работает и не работает. И давайте о покойнике ничего или только хорошее. Хорошие были заводы. Вопрос задан умело, чтобы можно было минут 20 отвечать без остановки. Давайте начнем по порядку. С нефтепровода «Дружба». У него, как ни удивительно, три ветки. Одна северная уходила на территорию Германской Демократической Республики через территорию Польской Народной Республики. Так это было когда-то построено. Южная через территорию Белорусской Советской Социалистической Республики уходила на территорию Украинской Советской Социалистической Республики, далее уходила в Чехословацкую Социалистическую Республику и в Венгерскую Народную Республику. Страны поменялись, маршрута нет. Венгрия получает по южной ветке, получает не только она, но и Словакия с Чехией, и, соответственно, Венгрия третья на этом маршруте. Что касается Чехии, мы уже рассказывали об этом эпизоде, прекращены поставки в связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы Чехии, принадлежащие польской компании, разработали для себя альтернативный маршрут, отказались от российской поставки, и в 18-м пакете санкций со стороны Европейского Союза, это пожелание польско-чешской компании, так скажем, учтено, все, поставок нет. Что не мешает получать нефть в Венгрии и Словакии. И нефтепровод, и нефтеперерабатывающие заводы на территории Словакии и Венгрии строились одновременно, то есть это был такой совместный проект Совета стран, входящих в состав Совета экономической взаимопомощи. Нефтеперерабатывающие заводы все свои технологии по переработке получили строго в расчете на поставки нефти Юрос. Соответственно, смена на любые другие сорта, сильно отличающиеся по плотности и по содержанию серы, это дополнительные деньги, это остановка. Надо полностью прекратить переработку, промыть все емкости, и только после этого вместе с новыми катализаторами все это по новой засыпать. Венгрия неоднократно объясняла Брюсселю, Европейской комиссии, что как-то попробуйте посмотреть на карту, вы обнаружите, что у Венгрии выхода к морю нет. Поставки возможны только трубопроводом, либо какими-то невероятными количествами составов с нефтью. Но поскольку потребление порядка 8 миллиардов тонн, 8 миллионов тонн в год, как-то сложновато. И, соответственно, вопрос из Венгрии, готова ли Еврокомиссия профинансировать вот это мероприятие. Ответ нет, на нет и суда нет, отвечает Венгрия, и поэтому все пакеты санкций, блокирующие поставки российской нефти в страны Евросоюза, имеют исключение в виде Венгрии. При этом Словакия в нужное время промолчала, трубопровод идет через нее, поэтому все, что Венгрия для себя получила в виде исключения, она автоматически сделала и для Словакии. Точно так же себя вела Чехия до той поры, пока вот не появился новый отрезок магистрального нефтепровода со стороны Австрии. По итогам прошлого года порядка 86% нефти, переработанной в Венгрии, это поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба». Оставшаяся по так называемому альтернативному маршруту Адрия-Янав, это порт в Хорватии, и дальше трубопроводные поставки. Почему невозможно увеличить? Порт работает на полную мощность. Хорватия деньги зарабатывает, как любая другая страна. Новые объемы со стороны Венгрии, их просто не пристроить. Нужно вкладываться в расширение мощностей, нужно вкладываться в расширение мощностей имеющихся нефтепроводов. Делать этого никто не собирается. Слишком великие объемы инвестиций. Что касается всех поставок, я говорил уже, что не только Венгрия получает, по итогам 2024 года общий объем поставок по южной ветке
дружба составила 11,5 миллионов тонн, конкретно на Венгрию пришлось почти 5 миллионов тонн. Остальное это, соответственно, Словакия и Чехия. Последние данные, которые публиковались, не забываем, что наше уважаемое Министерство энергетики засекретило от нас все, поэтому надо выходить на те сайты, за которые можно получить уголовное дело по нынешним временам, они все вражеские. Так что не могу сказать, что я регулярно буду на них заходить, и на агента мне становится совершенно не хочется. Так вот, за январь-апрель 2025 года общий объем поставок в Венгрию и Словакию 4,15 миллиона тонн. Как там распределялось, информации нет. Маршрут проходит еще раз: Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Венгрия. БПЛА летят по украинской территории уже не первый раз. Предыдущий эпизод был 11 марта, но там, насколько можно понять, ничего выдающегося не произошло. Ремонт занял 2 дня, 13-го были возобновлены поставки. Из прочих, не менее дружеских действий по отношению к Венгрии со стороны киевского режима, это санкции в отношении компании «Лукойл», одного из поставщиков в Венгрии. Поставки были прекращены лето прошлого года. Около месяца у государственной компании «Венгрия МОЛ» ушло на то, чтобы немножечко переформатировать, внести изменения и дополнения в договора поставки. И теперь на границе Белоруссии и Украины переходит право собственности. По территории Украины транспортируется венгерская нефть. Оплата транзитных услуг идет со стороны венгерской компании МОЛ. Ничего там российского больше не осталось. Тем не менее, очередная бомбардировка состоялась. Никаких подробностей нет. Туман войны никуда не делся. Комментариев о Транснефти мы не слышим. Какие-то комментарии со стороны Киева можно вообще не принимать во внимание. Правда, там не говорят просто никогда, она противопоказана. Сколько времени займет ремонт на этот раз, сказать сложно. Пока мы не услышим комментарии либо от нашей Транснефти, либо традиционно об этом высказывается министр иностранных дел и внешнеэкономических связей, двойной пост Петра Сиерта. Вот будем наблюдать. Либо-либо. Сколько времени займет, насколько это опасно для Венгрии? У Венгрии, как у любой другой страны, занимающейся нефтепереработкой, емкости под нефть есть. Сколько там объем закачки, на сколько дней работы завода хватит, но информации нет. Это что касается Венгрии. Что касается событий в Одесском порту, где, по-моему, в 2018 году State Oil Company of Azerbaijan Republic, тот самый Сакар, выкупил часть нефтеналивных мощностей. Здесь, опять же, подтвержденных данных нет. Информация идет только из города Киева, которую надо делить на любое число, которое вам придет в голову. По тем картинкам, которые были предоставлены, по тому тексту, который из Киева идет, уничтожены все емкости. Сам терминал, насколько я понимаю, цел. Вот все емкости на складе, на берегу, вроде бы как уничтожены. Если верить, опять же, киевским новостям. Общий объем хранения на этом терминале до 100 тысяч тонн нефти. Соответственно, либо они были заполнены именно азербайджанской нефтью, либо по какому-нибудь договору нефть поставлял кто-нибудь еще. Сказать сложно. Реакции от официальных властей Азербайджана нет. Все, что мы видим на азербайджанских сайтах, кому нравится, могут принимать во внимание, я не принимаю. Там уже чего только мы не услышали, и начало поставок оружия, и война, и турецкая база на севере, американская на юге, по центру зимбабвийская, что-то там еще. Будем ждать комментариев, если они вообще состоятся. Министерство обороны России не комментировало никак, правительство Азербайджана не комментировало никак. Для чего нефть, если она там и была, при условии, что оба нефтеперерабатывающих завода на территории подконтрольной Киева не работают, мне сказать сложно. Что касается поставок казахстанской нефти через Каспийское море танкерами с дальнейшей поставкой по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, да, действительно остановлено. Мы уже рассматривали этот удивительный эпизод
в жизни азербайджанской нефтяной отрасли. Нефть добывается на морском блоке месторождения АЧГ, Азери, Черех, в общем, АЧГ, не буду коверкать язык, могу ошибиться. Это последствия контракта века, по-другому нельзя сказать. Договор по добыче был подписан в 1994 году. Его особенность в том, что ни один из участников проекта не имеет контрольного пакета акций. На мой взгляд, название «Сделка века» совершенно оправдано. Век был на дворе 20-й. Подписать договора соглашение о разделе продукции в России, например, в это время не умели. Мы умудрялись отдавать нашу нефть без последствий для нашего государственного бюджета. Гейдар Алиев сумел, за что ему на самом деле с моей стороны глубокое уважение. В 90-е годы пройти мимо них, мимо всех, надо уметь. Тем не менее, оператором является компания BP, оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан является компания BP, компания, которая впервые заявила об отравлении азербайджанской нефти хлоридами, тоже компания BP. У меня лично здоровое недоумение, то есть BP доложилась о том, что она нарушила технологию либо при добыче, либо при прокачке. Что это значит, было недоумение до того момента, когда 8 августа сего года официальная делегация Азербайджанской республики не прибыла в город Вашингтон. Не будем касаться политики, там всевозможных коммюнике, соглашений, протоколов о намерениях. До начала встречи с президентом Соединенных Штатов состоялось подписание некого меморандума между компаниями SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic, и такой малоизвестной компанией, как ExxonMobil. Подписывалось в присутствии президента Азербайджана. Текст меморандума пока не опубликован нигде. На мой взгляд, личное оценочное мнение, не более того, идет попытка со стороны Баку снизить давление со стороны города Лондона. Сменить BP на ExxonMobil, может быть, это, конечно, выглядит достаточно странно, но очевидно, что давление со стороны Баку со стороны Лондона на Баку становится все более неприемлемым, поэтому даже вот такая смена лидирующих игроков может быть полезным для Баку. То, что прекращены поставки со стороны Казахстана, на мой взгляд, совершенно естественное поведение, поскольку BP не отчиталось, где именно произошло отравление на месторождении или в трубопроводе, лучше пока воздержаться до той поры, пока все не успокоится. По поводу вот этих поставок в обход России, как у нас многие заявляли, слухов ходит много, вся казахстанская нефть уйдет через Баку, еще там какие-то варианты, чего мы только не слышали. Вот, собственно говоря, вся история. Говорить о том, что все это имеет какое-то глобальное значение, разумеется, ни для кого не секрет, что ограничение в 2,2 миллионов тонн нефти в год тяжелой сернистой есть, поэтому никуда не торопился Казахстан, необходимо строить дополнительные танкеры, необходимо решать проблемы, которые возникли в порту Актау. Каспий мелеет, уходит от берегов именно там, именно в Актау, то есть для того, чтобы наращивать объемы, нужна еще и дноуглубительная работа, но это серьезные деньги. Поэтому, если смотреть в динамике, с 2023 года в 2023 году поставлено 1,1 миллионов тонн, в 2024 1,4 миллиона тонн. По плану в этом году собирались выйти на 1,7 миллионов тонн. Вот, собственно говоря, вся история. Ничего выдающегося со стороны казахстанских добытчиков нефти мы не видим. Есть опасения попасть в тот же скандал с хлоридами, если проблема именно в трубопроводе. Для того, чтобы этого избежать, просто взята пауза. КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, вот эти совсем небольшие объемы, если в масштабах КТК смотреть, возьмет на себя, и, соответственно, Казахстан спокойно подождет, пока будет наведен порядок с трубопроводом. Вот никаких сенсаций здесь не произошло совершенно однозначно.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Вы намного более подробны, чем все федеральные СМИ вместе взятые. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Следите за Максимом Родакиным, который умеет в одном вопросе задать сразу 3. Это определенный прогресс. Я думаю, что Максим потренируется и сможет задавать 5 вопросов. Тогда наши передачи будут длиться по часу. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.